Привет, друзья! Я нахожусь в Стамбуле, и вы правильно подметили, что Стамбул – это город контрастов. Следить, кстати, за моими путешествиями, за моими похождениями вы можете как в нашем Инстаграм Алга Петербург, также и на нашем новом YouTube-канале Дневник Алании, ссылку на который я оставлю в описании, и уже там есть первое интересное видео про Аланию. Обязательно посмотрите, если вы еще не посмотрели, обязательно подписывайтесь на этот канал, там будет интересно. Сегодня, кстати, там я выйду на стрим в 15 часов по времени Стамбула, так что заходите туда, немного пообщаемся. Ну и сегодня я иду смотреть самые главные достопримечательности города, этого невероятного города, так что присоединяйтесь. А вообще, друзья, конечно, как же я могу вот куда-то уехать и бросить вас? Это же невозможно. И я хочу, друзья, вам рассказать немного свежих новостей. Новости очень интересные, поэтому располагайтесь и давайте начинать. Так, друзья, казахстанская спортсменка победила в конкурсе красоты в Италии. Дзюдоистка и чемпионка мира по грэпплингу Айгерим Абилкадирова выиграла конкурс красоты Miss Europe Continental 2022, который проходил в Италии. Вообще, по словам девушки, она стала первой в истории современного Казахстана, кто сумел стать победительницей такого престижного конкурса. Она сказала, что была приглашена организаторами на международный конкурс красоты в Италии. Я долго думала, потом долго проходили переговоры, и наконец я согласилась, сбылась моя еще одна детская мечта. С раннего детства, когда у меня были неудачи в жизни, мои родители всегда говорили мне, что все, что не делается, все к лучшему. И эта мудрость всегда меня успокаивает и подбадривает. Айгерим рассказала, что конкурс прошел на высочайшем уровне, в теплой дружеской атмосфере, и что в конкурсе приняли участие более 60 красавиц со всего мира. В общем, вот такая вот невероятная новость. И действительно надо сказать, что девушки из Казахстана, они и правда очень красивые, обладают невероятной красотой. И дело даже не в каких-то внешних особенностях, в том, что они красиво выглядят, то, что у них у всех шикарные, невероятные инстаграм-аккаунты, а дело в том, что в жизни они очень приятные в общении. И, наверное, в этом и есть секрет красоты казахских девушек. Они скромные, интеллигентные, очень воспитанные, и, видимо, как раз за это и дают премии на международных конкурсах. Например, вот на конкурсе Miss Европа Continental. Наши друзья из Salem Social Media получили статуэтки за победу на фестивале Stereable Fest, который проходил в Лос-Анджелесе. Сериал «Сержант Братан» одержал сразу 2 победы в номинациях Best Drama и Best in Directing. Как я понимаю, Best Drama это за лучшую актерскую игру, а Best in Directing это за лучшую режиссуру. Безусловно, надо сказать, что это заслуженная награда. Я был в Алматы, я был в студии, вот в офисе, или даже не знаю, как это назвать, огромное здание, которое принадлежит Salem Social Media. Они невероятные профессионалы, очень большая команда. На каждой позиции у них специалисты очень высокого уровня. Поэтому, конечно, такая награда это заслуженно. И, кстати, как еще можно оценить работу Salem Social Media, я сейчас подумал, у них же огромное количество просмотров на YouTube, и даже сериал «Сержант Братан» я посмотрел на YouTube. Поэтому, конечно, и сейчас они получают награды. Но лучшая, конечно, оценка их творчества, их таланта, их работы – это количество просмотров. Ведь мы же все с вами знаем, что можно сколько угодно наград и призов всевозможных надавать, но любовь зрителей – это по-настоящему бесценно. Кстати, и не только Salem Social Media получает сейчас призы из Голливуда, а надо сказать также, что наш большой друг Жайдарбек Кунгужинов тоже получил награду, и, кстати, его сын Тимирхан Жайдарбекович тоже получили награды за трюки в фильме «Мулан». Причем для Жайдарбека Кунгужинова это далеко не первая награда за его большую работу. Так что надо сказать еще, знаете что, друзья, вот удивительное дело, когда казахи получают награду, они не расслабляются, они продолжают работать с двойной силой. Вот посмотрите на Иманбека, сейчас в мировом турне находится. Удивительное трудолюбие, удивительное упорство. Вот этому обязательно нужно учиться у казахов всему миру. Еще одна новость тоже пришла из США. Дело в том, что школьники из Казахстана стали чемпионами по робототехнике. 20 по 23 апреля в Хьюстоне проходил чемпионат мира по робототехнике First Lego League в возрастной категории от 7 до 9 лет. Темой соревнования школьников со всего мира стали грузовые перевозки. Команда из Казахстана представила центр образования ЛИЭС. Школьники из Алматы предложили несколько способов решения проблем, связанных с эффективными грузоперевозками, среди которых был поезд с дронами. И благодаря этому им удалось одержать победу
победу в самой главной номинации Challenge Solution Award – лучшее проектное решение. По словам тренера команды Тимура Макаджанова, ребятам понадобилось 9 месяцев интенсивной подготовки. Ну а всего на чемпионате мира по робототехнике было представлено 60 команд со всех уголков мира. Однако именно проект казахстанских ребят удостоился звания самого лучшего. Команда называется 4D, и ее представили 4 алматинцев: Дэниел Ким, Демид Бабаренко, Даниял Муратов и Диар Адам Айбар. Кстати, как сообщили в Центре дополнительного образования, уникальной разработкой уже заинтересовались в американской корпорации Google, представители которой пригласили казахстанских чемпионов в будущем стать их ведущими инженерами. Ну а по мнению директора Центра дополнительного образования ЛИАС Томириса Рахманкуловой, интерес ребят к инженерии и робототехнике может способствовать появлению в будущем конкурентов Илона Маска. Вот такое вот удивительное дело, и даже молодые, юные ребята не отстают от взрослых и тоже стараются себя проявить, тоже что-то придумывают, тоже получают очередные награды. В общем, друзья, не знаю, что происходит, вот мы постоянно восхищаемся, я сам очень интересуюсь тем, что происходит в Казахстане. Раньше я следил только за Димашем, потом начал следить за другими вокалистами, сейчас я вообще считаю, что я, наверное, фанат Казахстана, слежу за всем, что происходит, слежу за всеми новостями. Последние 5 лет для меня ассоциируются только с этой прекрасной страной, только с людьми из Казахстана. Да даже что сказать, у нас 160 тысяч друзей, с многими из вас, друзья, мы общаемся и в нашем Телеграм, и в нашем Инстаграм, и также на WhatsApp вы пишете. Поэтому для меня это безумно интересно и увлекательно следить за успехами Казахстана в самых разных отраслях, в самых разных областях, и наука, и культура, и спорт. Это действительно настоящий феномен. И я вот сейчас смотрю на успехи вот этих молодых ребят, молодой вот этой команды 4D, и я даже боюсь представить, что нас ждет в будущем. Конечно, пожелаю дальнейших успехов команде, молодых инженеров. И надо, кстати, еще сказать, что их успех — это достойный пример для всех остальных школьников, которые теперь потянутся и будут тоже изучать робототехнику, будут тоже стараться, поедут на какие-то конкурсы, будут пытаться там тоже себя проявить и как-то победить. Наверное, вот это вот, да, тоже один из таких вот моментов, которые сильно влияют на успехи Казахстана, это конкуренция. Когда юные, молодые казахстанцы видят вот успех 4 маленьких алматинцев, у них тоже просыпается желание творить, желание изучать новое, желание работать над собой и желание добиваться успеха. А то, что казахи очень настойчивые, очень упертые, если хотят действительно чего-то достичь, наверное, это сильно тоже помогает, и, наверное, благодаря этому они добиваются успеха и выигрывают. Так что, друзья, еще расскажу, что-то нас ждет в будущем. И вроде можно сказать, ну куда уж больше, вот Грэмми есть, и вот за Томирис Таурус Жидарбек Кунгужинов получил. Какие еще награды нужны Казахстану? Но на самом деле, я думаю, что спокойствия не будет, пока все награды мира не приедут в Казахстан. Хотя, может быть, и на этом даже тоже не остановится. Но не знаю, друзья, будем следить, это все очень интересно. Если вам, кстати, также это интересно, как и мне, обязательно подписывайтесь и на наш YouTube канал, на наш Instagram, заходите к нам в Telegram. Будем заниматься этим всем вместе. Ну а у меня на этом все. Я вот вижу, уже наступает полноценное утро, поэтому, друзья, мы с вами, надеюсь, что скоро еще увидимся. И не забывайте про то, что сегодня в 15 часов по времени Стамбула я выйду в эфир с нашего нового канала Дневник Алани. У меня на этом все, друзья. Всем пока!